Майон бунта кумустагайс. Сейчас многие по понятным причинам пытаются примерить на себя роль иммигранта. Я попытаюсь продолжить свое исследование с самого минимального бюджета, необходимого для жизни на Филиппинах, бомж-бюджета. В прошлом ролике я показал несколько примеров самого дешевого жилья и показал, как пользоваться Facebook Marketplace. В этом ролике я расскажу про остальные расходы и приведу пару примеров, как дешево и экономно кушать. Не забывайте включать субтитры, когда я разговариваю на английском языке. И, пожалуйста, подпишитесь на канал. Иногда просто пропадает мотивация что-либо делать. По поводу питания. За годы жизни и экономии на Филиппинах мы смогли определить минимально оптимальный суточный бюджет на питание. Он составляет 200 песо в день. Как прийти к этой сумме, каждый должен сам понять с опытом. Через какое-то время станет понятно, где и на каком рынке, в какое время дешевле и свежее. Например, станет ясно, на какой рынок и когда рыбаки привозят рыбу. В основном это либо утром в 7 утра, либо вечером часа в 4. Станет понятно, что в воскресенье на фермерской ярмарке свежие и дешевые овощи. Ну и так далее. Разные лазейки каждый сам для себя с опытом поймет. Для себя я примерно делаю так. Завтрак — это кофе 3 в одном, оно стоит 10 песо, и пара булочек по 5 песо. Итого 20 песо на завтрак. Обед и ужин я стараюсь уложить в 75 песо соответственно. Это еще 150 песо. И на оставшиеся 30 песо я кушаю какие-нибудь сезонные фрукты. Жить на Филиппинах и не кушать фрукты — это прям такое себе. Здесь фрукты просто потрясающие и очень разные, их очень много разных сортов. Одних только сортов манго, наверное, 15-20 видов. Есть два способа прийти к сумме в 75 песо на один прием пищи. Либо готовить самому, либо питаться в столовых придорожных кастрюльках. Итери или календерия, как они еще называются. Пообедать можно в этой столовой, а ужин приготовить самому. Я покажу несколько примеров, как экономлю я на продуктах и на питании. Вот булочки. Hello. Can you give me please 2 this one? Yeah. And 2 banana cake. Кофе 3 в одном 10 песо стоит. И каждая булочка по 5 песо. Вот завтрак на 20 песо. Вот придорожная едальня, придорожные кастрюльки. Оу. Hi. What's that? It's a big Paris family. How much is it? It's 35 pesos. Can I have one? Yes, this is for takeout or ready? For takeout. For takeout, okay. Yeah. And how much beans? 30. Huh? 30. 30. And this one also for takeout. How much this one? 7. 7? Проблема этих придорожных едалин, этих столовок, кастрюлек в том, что любая еда там — это заправка к рису. Другого гарнира у них нету, поэтому 3 раза в день там кушать, наверное, не получится. Разве что гарнир готовить самому. Вот сейчас я на 75 песо взял суп, бобы с мясом и рис. Ну вот такой обед у меня получился за 75 песо. Суп, тарелка супа. Тут даже вот мясо есть. Вполне достойная порция. Бобы с овощами. Тут тоже мясо немножко есть. И рис. 75 песо. Ну и на десерт сверх бюджета взял 2 банановых рулетика. Они по 7 песо. Я в супермаркете Ли Плаза. Сейчас хочу купить костей на суп. 120 песо за килограмм стоят кости свиные на суп, суповой набор. Я взял полкило костей на 61 песо. Ну, тут мясо тоже есть.
4 больших куриных грудки получилось на 288 песо. Можно иногда и консервами питаться. 26 песо тушенка стоит, ее с картошкой или с рисом обжарить прекрасно. Hello, how much this one? 60 per kilo. 60? This one cabbage, and this one. This one. No, two. And onion also. Okay, that's it. And this one. На 200 песо взял овощей на суп. Очень милая продавщица, сделала скидку песо 15 еще. Там даже больше, чем на один раз суп приготовить. И фруктов взял на 130 песо. Большой чищенный ананас, его на 2 раза вполне хватит. 70 стоил большой ананас, но обычно за 50 можно найти чищенный ананас. И ланзоны сейчас пошли. Взял полкилограмма ланзонов, за 120 стоит килограмм ланзонов. За 60 я взял полкило, и вот их там тоже на 2 раза вполне хватит. Ланзоны, что-то такое цитрусовое, типа маленького апельсина. Вот в 7-Eleven готовые обеды. 39 песо. $89 песо. 75 песо. 80 песо. Ну, это рис. Все это рис с чем-то. Вот 4 больших куриных бедра получились на 288 песо. Кило 455 грамм. Килограмм стоит 198 песо. Попилить пополам и на 8 раз вполне хватит. Чик. Вот получилось 8 кусочков. Каждый стоит где-то 32 песо. 8 раз покушать. Добавить какие-нибудь овощи. Обжарить кусок мяса. Добавить овощи. И получится на разочек покушать. Вот суповой набор на 160 песо. Полкилограмма мяса на косточке для супа стоит 61 песо. И тарелка овощей. Овощей я набрал на рынке на 200 песо, отобрал ровно половину. То есть здесь на 100 песо. Ну вот себестоимостью в 162-163 песо где-то получилась целая кастрюля супа, где мне ее хватит раза на 4 точно. Чищенный ананас 70 песо. На 2, если разделить, половинка 35 стоит. И то это дорого, потому что обычно 50 песо чищенный ананас. А не чищенный можно найти вообще, наверное, за 30. Ну вот этот большой, наверное, такой нечищенный будет стоить 50. Полкило ланзонов 60 песо. Ланзоны — это что-то такое цитрусовое. Мне даже трудно объяснить, что это. 120 песо килограмм. Про туристическую визу. В зависимости от гражданства без выезда можно жить либо 2, либо 3 года. Граждане РФ по приезду получают штамп на 30 дней бесплатно. Через 30 дней нужно пойти в офис иммиграции и продлиться еще на 30 дней. Потом уже можно продлиться на 2 месяца, а потом уже либо на 6 месяцев, либо еще на 2 месяца. И так пока не пройдет 3 года. Каждое продление стоит по-разному. В среднем по кухне получается где-то 1500 в месяц стоит продление визы. Через 3 года можно просто выехать из страны, заехать обратно и все по новой. Хочу дать несколько советов тем, кто собирается приезжать на ПМЖ на Филиппины. Ребята, не приезжайте сюда на ПМЖ.
Я никого не уговариваю, никого не агитирую. Нам и без вас тут хорошо. Меньше народу, больше кислороду. Ну а уж если собрались приезжать жить на Филиппины, езжайте на Панглау, там вас уже ждут. Не приезжайте сюда, если у вас нет стабильного пассивного дохода, либо онлайн-дохода минимум $300 в месяц на человека. Работать тут на месте, я вам гарантирую, вы не сможете и не будете. Все ваши бизнес-идеи разобьются об камни. Максимум, что вы сможете делать, это подрабатывать 2-3 тысячи в месяц. Этого будет явно недостаточно для жизни полноценной. Учтите, что на первое время вам нужен будет стартовый капитал минимум 1050. Первое время, пока ищете жилье, нужно будет жить в отеле, нужно будет купить всю мелочевку для жизни, тарелки, ложки, вилки, полочки, постельное белье, может еще что-то, в зависимости от того, насколько пустое будет жилье, которое вы найдете для аренды. Нужно будет обзавестись транспортом и заплатить депозит за арендуемое жилье. По поводу транспорта, лично я езжу на велосипеде, но в основном все гоняют на мопедах. Не покупайте новый мопед из салона и не берите в аренду, это не нужно. На Фейсбуке, на Facebook Marketplace найдите объявление о продаже БУ мопеда, откатайтесь, и вы всегда сможете за плюс-минус ту же самую сумму его продать потом. Так будет дешевле и так будет практичнее. Заправка Петрон. Сейчас покажу цены на бензик на сегодня. Вот цены на бензин. И то они уже спустились, потому что доходили до 95 песо за литр. После февраля, после начала всем известных событий в конце февраля, цены у филиппинцев на бензин выросли почти в 2 раза. Они никак понять не могут, почему. Вот что получается по бюджету итого. На аренду жилья в прошлом ролике мы выяснили, можно тратить 4000 песо в месяц. На свет будет выходить еще 700 песо. Электроэнергия здесь дорогая, где-то 12 песо киловатт стоит. На воду будет уходить где-то 150 песо, на газ где-то 300 песо в месяц. Газовый баллон стоит 1200 песо, и его будет хватать на месяца 4, наверное. И если в квартире не будет интернета, то мобильный интернет обойдется минимум 300 песо в месяц. Это связь. По поводу еды. Мы выяснили, что в день на еду будет уходить 200 песо. Итого 6200 в месяц на еду. Питьевую воду привозят бутылированную в бутылках. Одна бутылка вместе с доставкой стоит 50 песо. Одной бутылки хватает на 2 недели, чтобы пить, ну и готовить на ней. Итого 100 песо в месяц. На визу мы уже проговорили, будет примерно 1500 в месяц в среднем по кухне уходить за год. По поводу одежды, ну, раз в месяц нужно обновить там маечку, сланцы, шортики по 150 песо на каждый атрибут, и того 450 песо в месяц будет уходить на одежду. На бытовую химию, там, зубную щетку, шампунь, зубную пасту, там какое-нибудь чистящее средство, мыло, средства для мытья посуды в среднем вот у меня получается где-то 400 песо в месяц. По поводу стирки. Где-то раз в 2 недели я сгребаю все свои грязные шмотки и отвожу в прачечную. И с меня за это берут 100 песо. Я этим занимаюсь 2 раза в месяц, и того на стирку у меня получается где-то 200 песо в месяц. По поводу развлечений. Казалось бы, не обязательная статья расхода, но раз в недельку куда-то сходить в бар, там стаканчика прокинуть или куда-то поехать на путешествие, потратить 500 песо на это. Но это необходимо просто, чтобы кукушкой от такой экономной жизни не поехать. Поэтому 2000 добавьте на развлечения. Резерв. На резерв 1000 песо это прям необходимо. Оно может не пригодиться в этом месяце, может не пригодиться в следующем месяце, но рано или поздно пригодится. Потому что то к зубному сходить, то еще какие-то проблемы, то еще что-нибудь случится. На всякий случай прям надо держать. Вот, например, я ни разу не ходил к зубному за 3 года, а вот тут сходил и потратил 6000 песо, чтобы зубы починить. Поэтому эту статью расходов обязательно включите. Бензин у меня 0 стоит, потому что я на велике езжу. Если ездить на мопеде, ну еще, наверное, 1000 сюда добавится. Вот итого у меня получилось 17 300 в месяц минимальный бюджет. При текущем курсе песо к доллару получается $307.
Можно ли жить еще экономия? Да можно еще сэкономить. Например, можно найти брата по несчастью и жилье снимать вдвоем, а не одному. Вот как мой товарищ делает. Итого будет на жилье уходить 2000, а не 4000. Можно на свете экономить, меньше лампочки сжечь, там песо 500 получится. Можно на газовом баллоне на газу экономить, больше готовить на улице на углях, так многие делают, тогда газ будет меньше расходоваться. Можно не пользоваться мобильным интернетом, ловить Wi-Fi где-нибудь в ресторанах или в супермаркетах бесплатно. На еде можно экономить, можно не 200 песо в день тратить, а 150, отказаться от фруктов, больше готовить самому. Тогда на еду будет меньше уходить. Что еще? По поводу одежды, там стараться меньше покупать не каждый месяц, а раз в 2 месяца обновлять одежду. Стирать можно руками, а не носить в прачечную. Статью расходов как развлечение тоже можно убрать. Ну и вот получится 10 700, это $190 примерно. Но я так экономить никому не советую. Поэтому минимальный бюджет я бы держал как 17 тысяч. Если 17 тысяч вы не сможете зарабатывать удаленно, либо пассивно, вам здесь нечего делать. Чё пришла? Тебя звали? Тебя звали? Чё пришла? Чё пришла? Динь-динь-динь-динь-динь-динь.